Приветствую всех на моем канале, меня зовут Ирина. И сегодня мы будем вязать шапочку бини спицами. Эту шапку можно носить как с высоким отворотом, так и с двойным. Отличным дополнением к этой шапочке будет снуд спицами или же нежная косынка крючком. Ссылки на эти мастер-классы я оставлю в описании. В своем видео я даю рекомендации по вязанию именно на эту модель шапочки, которую вы видите на фото. Если вы будете вязать шапочку другой высоты или из другой пряжи, пожалуйста, делайте самостоятельные расчеты и провязывайте образцы. Шапку можно связать в любой цветовой расцветке, и рекомендации по пряже вы увидите в видео. Для того, чтобы ваша шапочка была очень пушистая, я покажу и расскажу, как ее стирать и как ее начесать в видео по вязанию снуда. Ссылку я также оставлю в описании. Всех приветствую. Итак, давайте начинать. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую замечательную шапочку спицами с завышенной макушечкой, широким отворотом. Шапка будет вязаться спицами номер 5. 40 сантиметров, круговые спицы. Вы можете выбрать любые, какие у вас есть, номером 5, 40 сантиметров. Итак, давайте теперь поговорим о том, какая пряжа подойдет для вязания этой шапочки. Может подойти любой бобинный длинноворсовый мохер при метраже 100 грамм 200-220 метров. Также подойдет, можно использовать, если вот, как вы видели на моих фотографиях, у меня такие меланжевые шапочки секционные, он тоже отлично подойдет. И чем длиннее, допустим, секция у мохера, вот, например, как в этом случае, здесь длинные секции мохера, тем красивее вот эти переходы будут на шапочке получаться. Секционные, вот меланжевые тоже. Очень много именно в бобинном варианте, очень большой выбор и есть из чего выбрать. Помимо мохера, так как шапочку мы будем вязать в 2 нити, помимо мохера, повторюсь, это 100 грамм 200-220 метров, нам потребуется 100 грамм такого мохера, либо мы можем использовать всеми известный мохер Ализе. Любой оттенок, какой вам нравится, здесь у нас 100 грамм 200 метров, то есть мы подбираем пряжу примерно такого метража, нам потребуется один моток, 100 грамм 200 метров, либо бобинного мохера, также 100 грамм 200 метров. Итак, вот сегодня я буду вам показывать именно вот из мохера Ализе, так как я думаю, его проще всего найти в магазинах и с покупкой его у вас проблем не возникнет. Мы будем вязать в 2 нити шапочку. Одна нить это будет мохер Ализе, и вторая нить у меня будет вот такая расцветка, это будет у меня норка. Норка, она идет 100 грамм от 700-900 метров, она бывает разная. Если у вас нету бобинной норки, то, пожалуйста, можно использовать моточную норку. Здесь она в мотках идет по 50 грамм, 350 метров, по-моему. Можно выбирать моточную. Также, как я сказала, нам потребуются круговые спицы 40 сантиметров, номер 5. Ну и, соответственно, желание связать такую шапочку. Итак, давайте будем с вами приступать. Итак, я беру спицы номер 5, 40 сантиметров круговые. Я беру одну ниточку Ализе Мохер Классик. Это у меня номер 541. Повторюсь, 100 грамм 200 метров. То есть одна ниточка мохера у меня будет. И одна ниточка норки. Да, хочу сразу сказать, если вы будете использовать моточную норку, когда вы ее будете покупать, к моточной норке идет одна бобинка стабилизирующей нити. Вы можете ее использовать, можете не использовать, потому что в мохере, вот в нашем Ализе, у нас здесь в составе есть акрил, и акрил у нас будет выступать, в принципе, стабилизатором. И поэтому эта дополнительная нить, она нам, по сути, не нужна. Поэтому, если вы ее хотите использовать, эту стабилизирующую нить, вы ее можете использовать. Но я ее не использую. Итак, вот я взяла 2 нити. У меня одна нить это мохер, вторая ниточка это у меня норка.
Мы берем круговые спицы. Вязать шапочку мы будем вот так вот, такими вот рядами. Не сверху вниз, не снизу вверх, а именно вот так поворотными рядами. Вся шапочка у нас будет вязаться лицевыми петлями. И теперь, когда мы взяли 2 ниточки пряжи, нам нужно набрать на шапочку 65 петель. Но так как мы потом вот этим хвостиком нашим будем, шапочка вот у нас имеет сзади вот такой вот шов, мы шапочку будем сшивать, поэтому нам нужно набрать немножко, чтобы у нас еще осталось ниточки, чтобы хватило на сшивание шапочки. Поэтому мы сейчас будем набирать 100 петель. И я покажу, каким образом мы будем эти 100 петель, чтобы нам четко определить эти 100 петель, как нам набрать необходимую длину. Итак, мы берем вот 2 ниточки и начинаем 100 раз оборачивать вокруг спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и так далее. Набираем, делаем 100 оборотов вокруг спицы. И вот я сделала 100 оборотов. Так как у нас здесь, вот видите, какая толщина получилась. И вообще, когда при вязании спицами, при любом наборе петель, если сколько-то петель надо набрать, я всегда делаю вот такой оборот вокруг спицы. Пусть у меня лучше немножечко останется побольше, чем не хватит и придется перенабирать. Итак, вот мы набрали 100, сделали 100 оборотов, пальчиком придерживаем, где у нас вот тут осталось, и распускаем эту ниточку. Вот, распустили ниточку, теперь мы берем в руку ниточку, то есть у нас на указательный палец ложится ниточка, которая идет к мотку, а на большой палец у нас ложится ниточка, которая идет вот к остатку нити. Мы берем спицы и мы должны набрать 65 петель. Набираем самым обычным способом, то есть подхватываем отсюда ниточку, к большому пальцу заводим, к указательному. И вот таким образом у нас получилось сразу 2 петельки, кромочная и 1 рабочая. 2 петельки, 3, набираем свободно, сильно не затягиваем петельки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И таким образом мы набираем 65 петель. Итак, вот я набрала 65 петель на спице, и вот у меня осталась вот такая вот ниточка. Теперь эту ниточку я вот с самого начала, она у нас пойдет для сшивания нашей шапочки. Я ее вот так наматываю на пальчик. Вот. И какой-нибудь ниточкой, какая там у вас есть под рукой, так вот мы завязываем. Мы потом этой ниточкой как раз будем сшивать нашу шапочку. И вот после того, как мы набрали необходимое количество петель, мы начинаем вязать. Будем провязывать лицевыми петлями петельки, не довязывая до конца, от 6 до 9 петель. Так как у нас шапочка, она вязана клиньями, у нас в шапочке, если вы увидите, вот макушечка состоит из клиньев. Вот 1 клин, 2 клин, 3 клин, 4 клин. То, соответственно, вы можете не довязывать до конца 6-9 петель. Я не довязываю 7-8 в зависимости от того, сколько мне хочется, какой клин мне хочется связать. Чем больше петель вы будете не довязывать, например, если вы будете не довязывать 9 петель, то, соответственно, у вас ширина одного клина увеличится.
чем меньше петель вы будете не довязывать, например, 6 петель, тем сам клин у вас будет уже. И, соответственно, чем меньше петель, допустим, 6 петель вы наберете, вам нужно будет провязать больше клиньев. Если вы провяжете клин, не довязывая 9 петель, то у вас чуть меньше будет клиньев. На один клин, допустим, меньше, чем если вы будете не довязывать до конца 6 петелек оставлять на клин. Поэтому это зависит от того, какой клин вам больше нравится. Кому-то глубже, вот именно, вот я имею в виду, вот клин, это вот этот вот клин, который у нас приходится, вот он от вот такой ширины, и он здесь у нас макушечка заужается этого клина. Сегодня я буду показывать, как мы будем, клин у нас будет составлять 7 петель, но это я вам рассказала на будущее. Если вы начнете дальше вязать такие шапочки себе знакомым на продажу, то вы можете варьировать. Сегодня мы будем с вами вязать на 7 петель. Итак, мы начинаем вязать. И мы, как я уже говорила, начинаем вязать полностью все лицевыми петельками. Мы первую петельку кромочную мы спускаем и начинаем вязать. Подхватываем рабочую ниточку и провязываем лицевую петельку. Провязали. Следующую также подхватываем рабочую нить и провязали. Опять подхватываем рабочую ниточку, ввели вот спицу вот сюда, подхватили рабочую нить вот так вот и провязываем через петельку, спустили со спицы. Подхватываем петельку, рабочую нить, через петельку пропускаем и со спицы снимаем. Я думаю, все знают, что такое лицевые петли. И мы вяжем. Все петельки провязываем и не довязываем до конца 7 петель. Я буду показывать, как мы их дальше будем провязывать. И вот я подхожу к концу ряда, и получается, вот смотрите, я провязала, и у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелек. 7 петелек эти я оставляю, я их не провязываю, разворачиваю вязание, развернула вязание, у меня на спице осталось 7 петелек. Теперь я подхватываю, вот у меня, теперь начинаю вязать в обратном направлении, я подхватываю первую петельку на левой спице и ее спускаю на правую спицу. Подтягиваю ниточку и далее опять я в обратном направлении начинаю вязать лицевые петли до конца. И вяжу до конца точно так же лицевые петельки. Провязала, опять разворачиваю вязание. И начинаю опять вязать вот где у нас петельки оставляли мы не провязанными. Опять одну петельку спускаю на спицу и опять начинаю вязать лицевыми петельками. И провязываю так опять до вот этих петелек, которые мы оставили не провязанными. Провязываю, вот они у меня 7 петелек, и вот последняя петелька предыдущего ряда. Я ее провязываю и провязываю одну петлю вот из этих 7, которые мы оставляли на левой спице. Одну провязала, разворачиваю вязание и вяжу в обратном направлении. Я когда довяжу в обратном направлении, то есть вот я сейчас опять одну петельку спускаю со спицы, и опять начинаю вязать лицевыми петельками. Я провяжу до конца, потом вернусь опять вот к этим, к нашим петелькам, которые у нас не довязаны. Опять одну провяжу, разверну вязание, и так я буду вязать, пока у меня все петельки не закончатся. Я сейчас довяжу до конца,
потом опять вернусь к этим петелькам, вам еще раз покажу, как провязывать петельку. И дальше уже вернусь к вам, когда мы будем заканчивать вязать этот первый клин. Поэтому сейчас мы точно так же с вами довязываем до конца и возвращаемся назад к нашим непровязанным петелькам. Разворачиваю вязание и начинаю опять вязать в сторону наших непровязанных петелек. Снимаю одну петлю и опять вяжу лицевыми петлями в обратном направлении. И вот я подхожу к нашему клину, к нашим петелькам. И вот здесь у меня получается, одну я провязала, у меня остался 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Теперь шестую петельку я точно так же подхватываю и провязываю. Старайтесь вот здесь вот, когда вы вяжете вот эти петельки, старайтесь их потуже провязывать, чтобы не было большой вот тут вот дырчатости, чтобы было здесь плотненько макушечка, чтобы она была плотно связана. Провязала одну петельку, разворачиваю вязание, снимаю эту петельку опять на правую спицу и опять начинаю вязать в обратном направлении. И так мы провязываем, пока у нас не кончатся все петельки, которые мы оставили на клин. Вяжем туда-обратно в обратном направлении, пока мы не провяжем все вот эти петельки. А когда мы провяжем эти все петельки, я буду показывать, как мы будем завершать клин и начинать новый клин. А пока мы провязываем петельки нашего первого клина. И вот я подхожу к последней петельке. Вот у меня последняя петелька, и я ее провязываю. Это последняя 7-я петелька, которую мы на клин оставляли не провязанными. И разворачиваю вязание и начинаю вязать в обратном направлении. И вот я подхожу к концу ряда, то есть к кромочному краю, провязываю последнюю петельку. И вот смотрите, мы провязали один клин нашей шапочки. И как я говорила в самом начале, что наша шапочка подойдет абсолютно на любой размер. И она может быть как и на 55 мы можем ее связать абсолютно легко, особо не провязывая образцы, ничего не замеряя, не измеряя, потому что мы ориентируемся по одному связанному клину. Когда у нас связан один клин, мы берем метровую ленту и вот мы измеряем вот этот клин, так как у нас вот по объему шапочки мы будем вязать столько клинов, сколько нам нужно на наш обхват головы. Немножечко подрастяните, вот не максимально вот так, чтобы он был вытянутый у вас образец, а ну совсем немножко, так как у вас шапочка будет носиться. И измерьте этот клин. Вот у меня, допустим, он получается 7 сантиметров. Один клин у меня ширина получается 7 сантиметров. И, допустим, размер головы. Если у вас размер головы 56, то здесь несложно посчитать, что если у меня, допустим, размер головы 56, а клин у меня 7 сантиметров, и я разделю на 7, мне нужно будет провязать 8 клинов, чтобы у меня было 8 таких вот клиньев. Поэтому именно вот когда вы свяжете один клин,
немножечко его вот подрастяните, потому что шапочку вы все равно будете одевать, и она у вас будет подтягиваться на голове. Потому что если вы измерите вот именно вот в таком вот состоянии, вот как вот, допустим, я могу измерить, и у меня получится 6 сантиметров без натяжения, то тогда шапочка будет слишком велика. Поэтому немножечко подрастяните и сделайте измерение. Итак, мы с вами измерили, определили, сколько, вот я посчитала, что мне нужно связать таких 8 клинов. Или клиньев, как правильно, не знаю. Вот, и теперь мы вот один клин провязали полностью, здесь я провязала все 7 петелек, и теперь мы начинаем вязать второй клин. Мы начинаем точно так же провязывать лицевые петельки, снимаем кромочную петельку и дальше вяжем лицевыми петельками, начинаем уже второй клин вязать. Можно где-то на листочке отмечать, что один провязали, галочку ставить. Но тут их сосчитать будет не так уж и сложно. И вот когда вот я подхожу вот к концу клина, к нашему острому краешку, я точно так же отсчитываю 7 петелек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 петель у меня также должно остаться. Вот я сейчас 3 петельки провяжу. Одна, вторая, третья петелька. И вот у меня получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 петель я оставила. Все, я разворачиваю вязание и опять вяжу точно так же, как мы вязали вот первый клин. Теперь я начинаю вязать к кромочному краю шапочку, этот второй клин. Провяжу до кромочного края, развернусь назад и опять пойду провязывать точно так же второй клин, как мы вязали первый. Подхожу к кромочному краю вот этого первого ряда второго клина. Провязываю последнюю петельку, разворачиваю вязание и начинаю вязать к макушке шапочки, где у нас петельки не провязанные клина. И вот я подхожу, вот у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 петелек второго клина. Вот эту последнюю петельку я провязываю и провязываю одну петельку из 7, которые у меня на втором клине. Провязываю одну петельку. Все, здесь у меня раз, два, три, четыре, 6 петелек осталось. Разворачиваю вязание, подхватываю одну петельку уже с левой спицы, перекидываю ее на правую и далее опять начинаю провязывать лицевые петельки. И провязываю до конца к кромочному краю шапочки. И вот я провязываю последнюю петельку к кромочному краю, я подошла. И вот так вот у нас получается. Получается, я провязала второй ряд, сняла одну петельку, у меня здесь осталось, вот вы видите, раз, два, три, четыре, пять, 6 петелек на макушке нашего клина. И таким образом я провязываю туда-обратно поворотными рядами, вяжем все лицевыми петельками. И я провязываю, вот, сколько я измерила в сантиметрах, на размер 56. У меня ширина одного клина 7 сантиметров, и мне нужно 8 клиньев связать. Итак, давайте мы с вами будем вязать дальше и встретимся уже, когда будем закрывать нашу шапочку. И вот я провязала свои 8 клиньев.
То есть, если посчитать, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 клин. Я провязала, и у меня ниточка осталась наверху. Теперь мы будем нашу шапочку сшивать. Вот у меня получается вот такой объем. Если я сложу шапочку вот так в 2 раза, то в сантиметрах у меня получится 24,5 сантиметра. Вот так вот. Да, 24, почти 25 сантиметров. То есть при растяжении у меня шапочка даст необходимый мне объем. И теперь как мы будем сшивать нашу шапочку? Для этого нам понадобится крючок номер 4, у нас спица номер 5, а крючок мы возьмем на единичку меньше, крючок номер 4. Если у кого-то есть вот такие заглушки на спице, можно одеть на спицу, где у нас вот макушка, чтобы у нас петельки не слетели со спицы, когда мы будем сшивать нашу шапочку. И теперь смотрите, как можно сделать. Допустим, если у кого-то вот здесь, вот когда мы изначально наматывали 100 оборотов вокруг спицы, если вдруг осталась небольшая ниточка, которая не хватит на то, чтобы сшить нашу шапочку, то вот эту рабочую ниточку можно оставлять не наверху, а провязать один ряд до конца и этой ниточкой сшивать шапочку. То я распускаю эту ниточку вот так вот. И теперь я буду как сшивать шапочку. Я приспускаю петельки на спицы, подхватываю первую петельку, вот на крючок ее подхватываю. Вот так вот подхватила и спускаю со спицы. Спустила со спицы. И вот на вот этой половинке, где у меня осталось, вот где мы распустили ниточку, я ввожу вот не вот сюда, вот в эту вот в петельку, которая вот эта первая, а вот в самый вот в этот узелок. Вот в узелок ввожу, подхватываю рабочую нить и протягиваю через 2 петельки. Протянула и вот так вот затянула петельку, чтобы у меня вот этого переходного ряда не было видно. Опять снимаю со спицы вторую петельку, вот пальчиком пододвинула, снимаю со спицы вторую петельку, нахожу теперь уже здесь вот эту первую петлю, которая вот мы первая, это у нас была где вот узелок, вот куда мы сейчас вводили, вот это у нас вот вторая петелька, и мы будем со спицы снимать и в каждую петельку по порядку будем крючок вводить, подхватывать рабочую нить и протягивать. Вот я ввожу вот сюда, вот видите, вот у меня петелька, сюда я ввожу крючок, подхватываю вот эту вот ниточку, которая у нас, которую мы только что размотали, подхватываю и протягиваю через все петельки, протянула. Опять снимаю со спицы одну петельку, ввожу сюда в следующую петельку, на второй половинке шапочки сюда ввожу, подхватываю рабочую нить и протягиваю через все петельки аккуратно. Опять снимаю со спицы, ввожу в следующую, вот сюда, ввожу в следующую петельку, ввела и протягиваю через все петельки. Опять снимаю со спицы петлю и ввожу в следующую петельку, ввела и протягиваю через все петли. И вот так вот я провязываю все петельки. Вы можете закрывать шапочку и соединять любым удобным вам способом. Вот как вам больше нравится, так и соединяйте, так и закрывайте. Не обязательно это делать, как я. Если вам как-то более удобно, более универсальный способ вы какой-то знаете, пожалуйста, делайте так, как вам удобно. И вот так вот мы соединяем наши две половинки нашей шапочки.
и провязываем до конца. Главное, чтобы все аккуратно в каждую петельку нам это все соединять. Вот такое у нас соединение получается с одной и с другой стороны. Сейчас я провяжу это все до конца и к вам вернусь, покажу, что у меня получилось. И вот я провязала все по кругу, у меня вот сколько ниточки осталось, поэтому у вас тоже должно все хватить. 100 оборотов вокруг спицы вполне достаточно для того, чтобы вот сшить нашу шапочку. Сейчас я измерю, сколько получилось она у нас у меня, в моем случае, сколько получилось она в готовом виде. Макушечку я еще не закрыла. И у меня она получилась 46 сантиметров. Высота шапочки 46 сантиметров. Все, когда вот я последнюю петельку провязала, я вытягиваю вот эту ниточку, которую мы вокруг спицы оборачивали. И вот это у меня рабочая нить осталась. Я рабочую нить обрезаю, ну, примерно оставляю столько же, сколько вот у меня от этой ниточки осталось. И у меня получилась вот такая вот тут вот макушечка, вот. Всего вот столько. Теперь я аккуратно, можно взять иголочку для сшивания, можно крючком, кому как удобно. Если, допустим, у кого-то нет иголочки, я вот давайте покажу, как крючком. Просто протягиваем через петельки ниточку, хоть одну, хоть другую ниточку. Тут не суть важно, какая ниточка. Аккуратно подцепляйте, чтобы у вас аккуратная макушечка получилась. Вот через дырочки, которые у нас наверху проходят, мы аккуратненько вот эту ниточку протягиваем. Вот я протянула и вот так аккуратно это затягиваю. И вот с рабочей нитью я это все завязываю аккуратно. Тут вы можете хоть как, хоть на узелок, хоть на 2 узелка, хоть завязать. Это я так уже на быструю руку, чтобы вам показать. Вот у меня получилось вот так вот шапочка, вот такой вот край. Вот, видите, вот переход, у меня тут нету ступеньки. Мы теперь шапочку выворачиваем наизнанку. И у нас мы делаем, так как у нас очень высокий отворот, мы делаем шапочку с высоким отворотом. У нас получается вот такая вот замечательная шапочка. Плюс этого высокого отворота в том, что его можно носить как с высоким отворотом, с одинарным, так и делать двойной отворот. И эта шапочка получается очень универсальная, очень теплая. И за счет двойного отворота, и за счет широкого большого отворота смотрится она очень интересно. Чтобы посмотреть, как вспушить шапочку, как сделать ее очень пушистой, я оставлю ссылочку в описании, и в конце видео вы тоже сможете перейти на вязание снуда, которое вот отлично просто подойдет к этой шапочке. Вы можете связать комплект. И в видео, где я показываю, как сделать снуд очень пушистым после стирки, я рассказываю, каким средством для стирки стирать именно мохер с норкой. Если вот делать снуд, шапочку вот с таким одним отворотом большим, вот так вот сзади она будет смотреться, небольшой аккуратный шовчик. Когда вы шапочку вспушите, его практически видно не будет. И вот такая у нас замечательная шапочка получилась. Если вы шапочку связали и до сих пор на меня не подписаны, обязательно нажимайте подписаться. Поставьте мне лайк, мне будет очень приятно. Нажимайте на колокольчик, чтобы впредь не пропустить интересные видео. И я желаю вам творческого настроения. Всего самого доброго и до новых встреч!